Всем привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Ну что, заскучали без выпечки на сковороде? У меня сегодня очень вкусный пирог с капустой. Интересное тесто, присмотритесь. В миску разбиваю 2 яйца. Сюда же чайную ложку сахара с горочкой, пол чайной ложечки соли. Взбалтываю венчиком. А вот так вот, по шурику, все по шурику. Когда яйца взболтались, вливаю 250 мл кефира. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. И сразу же сюда 125 мл растительного масла без запаха. Все будет очень быстро. Снова немножко перемешиваю. И всыпаю, друзья, стакан манки. Стакан у меня 200 мл. Интересно. Да-да-да. Это тот, что тебе понравился больше всего. Ну что, на этом этапе все. Манку убираю на 30 минут. А в это время займусь начинкой. Я сегодня, друзья, пройдусь по классике. Грибочки нарезаю сухую, прям сюда. Будет у меня капуста с грибами. Вкусно. А вообще начинка может быть любой. И мясной, и даже сладкой. Вкусно получается совсем. Готово. А теперь сковородку на огонь. Пусть себе здесь выпаривается жидкость. А я пока займусь остальными ингредиентами. Одну среднюю луковицу нарежу на кубик. Ух, и нож мне муж подарил, друзья. Не могу нарадоваться. Не режет, а просто бреет. Так, что наши грибочки здесь? Посмотрите, сколько они жидкости пустили. Быстренько ее выпариваю на максимальном нагреве. Так грибы останутся ароматнее. А я морковь натру на крупной терке. Смотрим. Вот, когда жидкость выпарилась, только сейчас, друзья, добавляю примерно 2 столовые ложки растительного масла. Солю по вкусу и быстренько обжариваю. До румяного цвета. Да, также на максимальном нагреве. Когда грибы подрумянились, выкладываю их, друзья, на тарелочку, максимально оставляя жирок в сковороде. Сковородку снова на огонь. И сразу же выкладываю лук. Обжариваю 2 минуточки до мягкости и прозрачности. Затем морковь сюда же. А я пока капусту нашинкую. Тоненько, красивенько. Мне хорошая капуста такая попалась. Друзья, прям сочная-сочная. Конечно же, можно использовать уже и молодую. Немножко еще так вот ножом в нескольких местах. Поехали в сковородку. Хорошая моя. Опа, перемешиваю. Ух, как все вовремя, видишь? Еще чуть-чуть. У нас всегда все вовремя, любовь моя. Да-да, Сережка, это точно. Накрываю капусту крышкой, пусть уменьшится в объеме. Ух ты! Да, капусточка уменьшилась в объеме. И сейчас обжариваю ее где-то минуточек, наверное, 7-10, друзья. Постоянно Помешивая. на этом этапе капусту солю. По вкусу. Конечно же, черный молотый перчик. Немного сушеного чеснока. Я люблю это дело. И сюда же чайную ложку сладкой паприки. Для цвета. И для вкуса, и для цвета. Перемешиваю. Какая красивая стала. И сразу же сюда, друзья, выкладываю грибочки. Пусть они здесь все вместе отдыхают. Теперь бы я точно салатиком бы поел бы это. Так может кусочек хлебушка, капусточку в тарелочку, да и все. Снова накрываю крышкой и жду 3 минутки на минимальном нагреве. Совсем вот так вот. Посмотрите, какая красота. Класс. Пока начинка остывает, доделаем тесто. В мисочке смешиваю стакан муки, тот же стакан 200 граммов. Сюда же 10 граммов разрыхлителя. Смешиваю. Где наше тесто, Сережка? Вот оно. Оп. Всыпаю муку и перемешиваю. Вот какое тесто получается. Видно? А такое, как густая сметана. Беру сковороду. У меня диаметр 26 сантиметров. У меня они все, друзья, стандартные. Буквально 2-3 капли растительного масла. 4. Ну и смазываю с помощью кисточки. Если вы сомневаетесь в своей сковороде, что пирог прилипнет, на дно можно положить кусочек пергаментной бумаги. Беру тесто, визуально делю пополам и выливаю. Сейчас, друзья, чтобы начинка не тонула, вот так вот немножечко присыпаю мукой. Совсем чуть-чуть, ситечком, без фанатизма. И только теперь выкладываю начинку. Аккуратненько разложу. И сверху заливаю тестом оставшимся, чтобы более-менее
равномерно все распределилось. Поправляю лопаткой, чтобы всю начинку покрыла. Зажигаю огонь, делаю минимальный нагрев. На моей газовой плите примерно вот так, друзья. Ставлю сковороду. И важный нюанс – плотно накрыть крышкой. Все, засекаю время, 20 минут, даже не подхожу. Ну что, друзья, прошло 20 минут. Опа! Часто задаете в комментариях вопросы, как я ориентируюсь, что пирог можно уже переворачивать. Первый нюанс – это когда края пирога уже становятся матовые и не липкие. Я думаю, это видно, да? Да-да. Второй нюанс, как бы вам показать, беру вот так вот лопаточкой, отгибаю и вижу, что у меня краешки, друзья, ну вам, наверное, не видно, Сереж, вот так. Видно, что краешки уже подрумянились. На всякий случай прохожусь лопаткой, я вижу, что он у меня живой, нужно его перевернуть. Для меня проще всего это вот так вот, пергамент. Наверх или тарелку, или крышку меньшим диаметром переворачиваю. Посмотрите, какой красивый. Видно? Класс. Пахнет обалденно. И снова его выкладываю в сковородку. Вытираю конденсат. Снова накрываю плотно крышкой и допекаю. Второй раз быстрее, минут 10-15. Анютка, ну что там наш пирог? Общее время выпекания пирога, друзья, 35 минут моего пирога. Как проверить, что он готов? Берем ложку и стучим. Если звук глухой, как у моего, пирог прекрасно пропекся. Все, выключаю нагрев и выкладываю пирог. Рекомендую его остужать на решетке. Опа! Сейчас покажу, какой красавчик получился. О, посмотрите, пахнет очень вкусно, прям ням-ням. Друзья, покажу. Посмотрите, какой он красивый, пористый в серединке. Корочка хрустящая, серединка пористая, мягкая и сочная начинка. Друзья, я рекомендую вам приготовить хотя бы один разочек пирог на этом тесте. Уверена, вам понравится. Начинка может быть самой разнообразной. Ну что, Сережка? Опа! Мы любим, друзья, со сметаной. Ой, это вообще такая вкуснятина. Вот так берете кусочек, вмакиваете и себе в рот. Все, друзья, ставьте нам с Сережкой лайки, делитесь в комментариях, понравился ли вам рецепт. А ну есть пока вкусно. Да, это очень вкусно.